Вообще мы ехали к Зорану рыбаку, вот сюда вот, Зоран рыбак, но здесь что-то как-то все грустненько. А в соседнем заведении все довольно-таки весело. Так что мы пойдем вот в это заведение, где все весело. А, вот ступеньки. Такой у нас будет обед на озере сегодня. Вчера был обед на реке, сегодня обед на озере. Стараемся выбираться в красивые места. Вот еще мы ехали в другое заведение, которое соседнее, но там, по всей видимости, ремонт. Называется он Зоран. Этот ресторанчик. Но там никого нет. И там такой видик, как будто бы там ремонт, потому что там какие-то сетки. Вот, поэтому пришли сюда и плюс попросили поставить телефон на зарядку, потому что зарядка уже все села. Нужно телефон подзарядить, у нас там симка, Google карты. То есть, чтобы поехать дальше, нам еще час ехать. Рыба здесь потрясающая, готовят очень вкусно. И сама рыба вкусная, мясо превосходное. Вот, так что я вот все съела. Ну как все. Я ела карп и балдела от карпа. А потом я попробовала угорь из тарелки Андрея.
И это вообще отвал башки. И после угря мне снова не захотелось ничего другого есть. То есть обратно к карпу я не вернулась. Я изменила карпу с угрем. К сожалению, вот я редко видела рестораны, где готовят именно угорь. Понятно, что там есть суши с угрем, да, там роллы с угрем. А вот именно, чтобы угорь как рыбу готовили, я редко где встречала. И блюдо стоит 17 евро. Хорошо, это типа 1700 рублей. Это, ну, грубо говоря, 8000 драм. Вот в Армении я не встречала, чтобы угорь готовили. Но, так, наверное, просто, может быть, нет этой рыбы. Вот, но... Честно, раз, не знаю, в полгода. Конечно, был длинный, серьезный путь. Вообще, это известный горнолыжный курорт. Поэтому основной сезон для этого города и еще для других городов в горах — это, конечно же, зима. Когда здесь выпадает снег, и можно кататься на лыжах, сноубордах. То есть это прям такой город, который живет своей такой горнолыжной атмосферой.
Сейчас здесь очень тихо, спокойно, все парковки пустые. Обратно решили поехать по другой дороге, по автобану. Он платный. Сейчас узнаем, сколько стоит. Да, дорога будет не очень красивая. Вот там бетонная. Не такая, как красивая, мы ехали. Не такая, как мы ехали. Калашин, где были такие красоты природные, а такая более, хотела сказать унисекс, как это сказать, более утилитарная. Вспомнила это слово. Такая, более простая. Ну, быстро, да. Ну, как быстро? Ну, может, на полчаса быстрее, да. Может быть, на полчаса быстрее. 3 полосы туда, 3 полосы в другую сторону. И, конечно, эта дорога намного легче, чем та дорога, которой мы ехали. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Yeah, come on, let me breathe. Let me breathe. I know we'll let it show. Come on, let me breathe. Let me breathe. Let me breathe. Все, вечер начинается в море. Губят людей не пиво, губят людей вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Вечер перед приездом из Ульцина в Будву мы решили провести в нашем любимом семейном ресторанчике, хозяин которого встречает всех гостей у входа. Его сын работает официантом, а жена руководит кухней. Что немаловажно, помимо атмосферы, а атмосфера важна всегда во всем и везде, я в этом глубоко убеждена, здесь действительно вкусно. Ресторан находится в нашей крепости, про нее я рассказывала в первой серии нашего большого путешествия по Черногории. Так вот, на пути к нашим апартаментам и чтобы перевести дух от подъема по крутым булыжным ступенькам и каменистым дорожкам, мы всегда делали здесь перекур.
Обзор на наши апартаменты покажу в конце выпуска. Кстати, мидии постоянно заканчивались днем, и вечером мы на них уже не успевали. Но вот сейчас повезло. Мы спросили, в чем проблема, почему мидии все время заканчиваются. А оказалось, все продукты покупают по чуть-чуть, исходя из спроса. А морепродукты, по логике хозяев, должны быть всегда свежими, и на следующий день их не принято готовить, они портятся. Такие дела. У меня как-то был выпуск из Сочи, в котором я обозревала мидийное место, от которого все тащатся. И там мидии были у меня в осколках, то есть они были все сколотые, почти все. 30-40% точно. И они плавали в соусе. Вот это мидии, ребят, вот это я понимаю мидии. Никого не хочу обидеть, но как бы вот они все цельные, Они действительно в соусе, но они не плавают в соусе. То есть соус, он прям, вот соус вот здесь, вот прямо в мидии. Всегда приносят вот такие в Черногории чеки для сверки. Потом вам принесут один как бы общий чек. Но для того, чтобы вы сами себя проверяли, что вы заказали, сколько это стоили, чтобы не было потом никаких разборов, приносят всегда чеки по вашему заказу. Наши напитки, то есть разливное пиво 3,50, бутылка вина 17 евро, это 1700. Для ресторана я считаю, что это нормальная цена. 1700 за бутылку хорошего розе. И дальше мы смотрим цена за мидии. Мидии 14, 1400. В Сочи, по-моему, они стоят 800 рублей, что ли, или 900. К ним еще картошку фри приносят. Надо будет тоже научиться ставить оценки на Google Maps разным заведениям. Благодарить не только чаевыми, но и благодарить хорошим отзывам. Ведь это всегда заведению большой плюс, большая поддержка. Вот же, нет? Да? Нет, это не мой, это друга дочь. Друга дочь? Да, из России. Но 1 год она пришла, просто 1 год, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это ты? Да, да. Это папа. Папа? Да. Это нет моя дочь. Я понял. Это с кем? А это с кем? То мой папа, да, а то дружба из Руси, то балерина, то Авраам Русов, да, то финские артисты, то наш режиссер фильма, Вот это режиссер? да, то все люди из Руси. Со мной. Ну и вот долгожданный обзор нашего номера, наших апартаментов. Не получилось снять обзор в самый первый день, потому что мы просто очень сильно запарились в процессе нашей поездки из аэропорта Тивота до Ульцина. Поэтому показываю сейчас, как все это дело выглядит. То есть оно раскладное, двустворчатый шкаф с вешалками. У нас есть телевизор, на котором работают 3 канала. Значит, это не смарт-ТВ, обычный телевизор. Вот это вот растение, оно перекрывало доступ к шкафу. Оно стояло между шкафом и креслом. Я его поставила вот сюда перед столом, потому что стол нам особо в отпуске не нужен письменный. Например, если мы хотим посидеть вечером, то мы выходим на балкончик. Сейчас я вам его покажу. В общем, вот вся концепция номера, она вот такая. Есть кондиционер. Ну вот еще уголок, про который я не рассказала, потому что, в принципе, мы им не пользовались, и акцента на нем делать не буду. Что важно, что здесь есть, это холодильничек. Вот, а вместо плиты я бы, например,
просто чайник и кофемашинку поставила. Но здесь бизнес, видимо, заточен под то, чтобы люди все-таки выходили из номеров на завтрак и как бы поддерживали малое и среднее предпринимательство. Здесь у нас раптор от комаров, всяких других насекомых. Мы покупали сами. Стоит 30 евро, потому что в первую ночь мы были покусаны комарами. А комары летели, сейчас покажу откуда. Вот наша ванная комната, ванная с туалетом. Комары летели вот отсюда, из этого окошка. А дверь мы оставили открытой в первую ночь. В общем, короче, типа из серии «Сами виноваты», но с насекомыми здесь надо быть аккуратными. Они действительно очень кусаются и так прям серьезно. Все будет чесаться. Мы купили уже себе не только раптор, еще такие специальные спреи, чтобы они к нам не прилетали на ноги и на руки. Спрей от комаров, как-то так он называется. Собственно говоря, эти все, естественно, принадлежности наши, кроме вот остатков от предыдущих постояльцев, ну, я имею остаток в виду вот этот гель для рук или что-то такое. А это я уже здесь покупала, умывалку. Вот. Шампунь и гель это тоже наши стоят. А вот это вот зеленая бадья, это тоже от предыдущих постояльцев остатки былой роскоши. А на самом деле ставлю жирный плюс этому номеру за санузел, потому что он чистый, набор воды очень хороший, мощный, и купаться здесь одно удовольствие. Но, знаете, за такие деньги, как бы, я считаю номер вполне себе достойный, если бы не его месторасположение труднодоступное. То есть оно равно удалено что от одной парковки, что от другой. И это просто целое мучение. И спускаться утром до какой-нибудь парковки, подниматься вечером. Или наоборот, подниматься до парковки и спускаться вечером. В общем, такая себе история сложная. Сейчас покажу балкончик. На балкончике уже сидит моя любовь. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас на балкончике. Пойдемте вместе со мной. О, какая у нас тут красота. О, какой красивый мужчина. Здравствуйте. Как вам здесь? Я же закрою флюр, чтобы к нам не налетел никто. У меня шампанское. Здесь пиво у кого-то. Да пускай. Андрюш, ну а как мы откроем? Я ж не там, я ж не изнутри. Что ты руками машешь? Мы сейчас как будем потом по канатам спускаться? Нет, не хочу. Что, внутрь пойдем? Нет? Вот это сказал, что очень хочу. Прикрыть чуть-чуть. Ну и, в общем, заканчиваю обзор я вот этим небольшим балкончиком. Такие балкончики есть в каждом номере. Сегодня так получилось, что соседей у нас нет, никто не заселился, поэтому мы сегодня вечером в интимной обстановке решили посидеть. Ну что ж, пока, дорогой юг Черногории. Мы движемся к центру, точнее к эпицентру бурлящей жизни. Мы едем в Будву.